Здравствуйте. У многих ассоциации со словом панк-рок вызывают некую негативную реакцию. Это может быть недоумение, невосприятие, непонимание, отрицание и так далее. А у малого количества людей, мы в этом не сомневаемся, панк-рок вызывает улыбку. Вот мы принадлежим тоже к этому числу. Там на самом-то деле очень много безудержного веселья, юмора. Естественно, присутствует и отрицаловка, и мракобесие всякое. Но панк-рок даже в годы своего возникновения, это середина 70-х годов прошлого века, отличался прежде всего тем, что он очень быстро, четко, грамотно, с сарказмом и юмором, а иногда на злобу дня, реагировал на происходящие события. Очень четко и быстро. И вот зарождение панк-революции в середине 70-х годов. Вначале это были американские попытки, Stooges, New York Dolls, а потом это все дело перекинулось в Англию, благодаря некому человеку по имени Малькольм Макларен. Это продюсер американской группы, тоже скандальная, New York Dolls. Переехал в славный город Лондон. Ну как переехал, он жил всегда на две страны, Великобритания и Соединенные Штаты. И открыл там магазин под названием «Секс». Вот теперь ответьте на вопрос. Пошли бы вы в магазин под названием «Секс»? Не знаю насчет как пошли, но то, чтобы это у вас вызвало определенную реакцию какую-то на это точно. И все сработало. Малькольм Макларен со своей подругой, а потом позже женой Вивьен Вествуд раскрутили эту штуку. Магазин пользовался популярностью. Одежда, которая там предлагалась, была эксклюзивная, вообще ни на чего не похожая, как по тому времени. И, естественно, как и любое ни на что не похожее заведение, оно привлекало массу разнообразнейших, интересных, нестандартных людей. И подростков, и взрослых. У Макларена была мысль создать группу. Группу, которая бы, в общем-то, отрицала все и не признавала ничего. Центральный лозунг был ее «No future», «Нет будущего». То есть вот такой вот подход. Естественно, для группы нужны люди. Люди потихоньку находились, но мы не будем сегодня рассказывать о Sex Pistols. Хотя это фактически ассоциируется прежде всего с роком, это группа. Мы поговорим сегодня о их вокалисте Джонни Лайдене. По прозвищу Ротен, Гнилой. Интересное происхождение его прозвища. Он, как и все бунтарские лондонские подростки, тусовался возле магазина Макларена. И на что обратил внимание, прежде всего, что у него была футболка с надписью «Я ненавижу Пинк Флойд», что уже тоже о многом говорит. Волосы искрашены в разные цвета радуги, в основном присутствовал зеленый, он забавлялся так. Ну, такой нестандартный мальчик. И когда он начал общаться с Маклареном, Макларену понравилась его позиция. Еще больше всего понравилось то, что он умел петь песню Элиса Купера, «I am 18» очень хорошо. И он, кстати, Элиса Купера, Лайден знает, ну, цитирует фактически все его песни. Это один из его любимчиков, хотя музыка разная у них. Но тем не менее. И вот когда он будущему гитаристу группы Sex Pistols Стив Джонс дыхнул случайно в рот, Стив чуть ли не подпрыгнул на месте и сказал: «Чувак, у тебя изо рта пхнет хуже, чем из моей задницы. Да ты прогнил весь насквозь». И вот после этого возникло прозвище Гнилой, Ротен.
Джонни Роттен. Он так вошел в аналы панк-музыки Лайден, но мы будем его величать сегодня Лайденом. Гнилой-то он гнилой, но этот гнилой, я вам скажу, входит в сотку по версии BBC опроса выдающихся англичан на позиции где-то между 70 и 80. В сотню. Это я вам говорю, уже говорит о том, что это общепризнанный статус. Это уже никак ты не попрешь. Человек очень специфический. Так вот, родился наш герой в Лондоне в 1956 году, 31 января. В этом году, соответственно, ему стукнуло 65 лет, юбилеец такой. И я вам скажу, что даже в 65 лет у него острота с языка не спала. Уж никоим образом. Такое впечатление, что это сидит тот же юноша, только, конечно, более нагруженный, умудренным опытом и знаниями. Например, когда вас спрашивают, как вы относитесь к группам, которые сейчас чуть ли не ведущие. Muse, Radiohead. Лайден без всяких обиняков говорит, это куча говна. Притом вонючего и никому не нужного. Когда его спрашивают, обоснуйте, почему такая зверская реакция? Он говорит, ребята, вы понимаете, я родом из рабочей семьи. Пролетарский подход. Папа у меня обычный рабочий. И водителем работал, и на стройках работал. Мама тоже. Самого простого происхождения. Мы ирландцы, которые переехали в Лондон работать. Вкалывали всю жизнь. С утра до вечера, чтобы как-то себя прокормить, чтобы выжить. А тут появляются какие-то Muse, Radiohead, выскочки из богатых семей, и которые поют, как им надо строить мир. Вам, вернее. Вам строить мир. Да что они понимают в этой жизни, как говорит Лайден? Да ничего они не понимают. Поют об экологических проблемах Амазонки. Да разве работяге в Лондоне нужна эта Амазонка? Да что он будет, они ему насаждают эти мысли? Конечно нет. Поэтому я эти группы, говорит Лайден, просто не то что не люблю, презираю. Каждый должен петь о том, что он лучше всего в своей жизни познал. А эти ребята, я не уверен. Это просто наносное и еще подают под соусом какой-то зауме. Чтоб ты еще сидел лишний раз, башку почесал. О чем же они поют? Поэтому, говорит Лайден, это и есть куча вонючего говна. Извините. Вот так вот точно он характеризует эту музыку. Сразу скажу, что мы не поддерживаем столь резкое категоричное рассуждение Лайдена. Но в его словах, конечно, доля правды большая существует и есть. Так вот, после славной карьеры, вернее, после обучения в школе, где он настрадался очень сильно, потому что паренек подхватил менингит спинного мозга. А вы знаете, это очень тяжелейшая болезнь. Периодически впадал в кому. То есть по здоровью у него были просто ужасные вещи. Это же и нарушило его функциональные движения. То есть он был весь в каком-то изгибе. То движение рук, то ног. Но это мозг. Это, естественно, отвечает за все. Ну и в школе его, конечно, прозвали за то, что он еще и косоглазие получил от этого. И взгляд у него был, кстати, остался очень специфический. Его прозвали Дамми, что более всего на русском болван. Потому что, что не спросишь, ничего не знаешь. Доске вызовешь, не знает. То есть, а на самом-то деле под Лайденом, под этим болваном скрывался умнейший паренек, который просто был себе сам на уме изначально. И он себе что-то там мозговал, и он умел в среде, которая его величала болваном, выживать, приспосабливаться, исхитряться. Недолго это получалось, он начал бунтарить, со школы его за год до окончания турнули. А куда человеку, если тямы, как у нас говорят, учиться нет, идти? Правильно, пополнять ряды рабочего класса. Папа его взял на работу. Работа была очень интересная, я думаю, вам понравится. В общем-то, на тот момент в одном из лондонских районов была реконструкция. И вырывали огромные котлованы, в общем-то, изымали старые трубы, доставали прогнившие. А в этих трубах, как говорит Лайден, было немеренное количество крыс.
Так вот, папа меня поставил, только вынимает труба, я стою с секачом и крыс убиваю. Вот работа какая. Я вот запомнил, что вот, ну, везде можно жить, как он говорит. Поэтому было мне очень интересно и замечательно. Но это все по сравнению с остальным ерунда. Sex Pistols выпустили всего один альбом Nevermind the Bollocks в 1977 году. Вошли во все аналы. Это отдельная история. После Sex Pistols, который просуществовал всего ничего, Лайдену захотелось своего сольного. И вот он собрал группу Peel, Public Image Limited. Изначально она называлась как Public Image. Ну, аббревиатура сокращенная Peel. Так вот, ему хотелось сделать группу совершенно не похожую на то, что он делал в Sex Pistols. И, в общем-то, они заиграли очень оригинальную музыку, которую критики сразу отнесли в разряд постпанка. Кстати, тут созвучие есть определенно. Джон Пил, о котором у нас есть ролик, радио BBC, значит, очень любил эту группу, всячески ее продвигал, в общем-то, как и Sex Pistols. С Лайденом даже корешился. Так вот, Лайдена творчество было очень интересное. Класснейшие тексты, интересная подача. Он своего дружка по школе еще, по району, выдающегося басиста Джа Уобла зафрахтовал. А так как Лайден еще знал музыку регги, потому что рос он в бедном лондонском районе, где были в основном ирландцы и иммигранты с Ямайки, то он эту музыку хорошо знал. И посодействовал Ричард Брэнсон сильно. Вы, наверное, знаете этого гениального, давайте так скажем, предпринимателя, который недавно и в космос полетел. Так вот, Брэнсон, он же прославился прежде всего в музыке, как руководитель Virgin Records компании, который создал записывающие. Так вот, Брэнсон взял Лайдена на Ямайку для того, что он видел в регги потенциал. Там наобщались, в общем-то, и создали группу. И группа Peel — это очень интересная смесь. И постпанка, и регги. А вот Джа Уобл, басист, он именно свою партию выдвигал наперед. То есть, как Лайден позже сказал, без группы Peel вообще непонятно, что в роке делала бас-гитара, потому что мы ее сделали чуть ли не ведущим инструментом. И скажу вам, он и у нас гостевал, в России был, и в Киеве был в 2016 году. Концерт был интереснейший его с группой Peel. Он славится своими монологами, сейчас в полном здравии, живет в Лос-Анджелесе, болеет за команду футбольную Арсенал лондонскую, потому что с детства за нее болел. Хороший болельщик такой, ярый. В общем-то, своеобразное мышление у него, жена у него не первая актриса Дэрил Ханна, вы наверняка ее знаете, напрягите память, вспомните ее фильмы. В общем-то, человек творит. Вот из последних альбомов очень вам рекомендую This Is Peel 2012 года, так и называется. И, конечно, более ранний 1986 год альбом называется «Альбом», так и называется. Там просто звездный состав. Тони Уильямс барабаны, Джинджер Бекер барабаны, Стив Vai гитара. Просто Билл Лассуэлл, продюсер этого альбома, бас и Лайден вокал. Но это по составу это лучшая пластинка должна была быть. Ну, не получилось, немного послушайте. Так вот, такой вот интересный человек. Слушайте его, обратите внимание. Спасибо за просмотр, всего вам хорошего.